Привет, меня зовут Андрей, мне 27 лет, и я никогда не был за границей. В этой серии мы посмотрим на совочек в Берлине, сравним цены на продукты в магазине, посетим мемориал жертвам Холокоста. Попробуем чисто берлинскую еду, карри-вурст называется. Сходим в берлинский ночной клуб на день рождения и много чего еще интересного будет. Лайк, подписку и смотрим. Посадка была довольно жесткой, но никто не хлопал, даже никто не попытался это сделать. Ну, Google карта мне сказала, что мне нужен S-Bahn, такое типа метро, и оно показывает, что нужно идти туда, и люди тоже топают туда, и я пойду туда. Короче, офигенно, все сделано прям максимально как для тупых, вообще на каждом шагу указатели, заблудиться сложно. Авиакомпания Ryanair мне очень понравилась, на самом деле, буквально этот перелет стоил мне 10 евро, это по сути цена обеда в таллинском ресторане. Обожаю, реально, все для тупых, все для тупых. Здесь мне будет легко. Снова указатель. Чтобы доехать в центр из Шонефельда, вот мне понадобится 9-й маршрут. По пути сразу несколько попалось человек такого бомжеватого вида, но молодых причем, которые просили у меня деньги очень настойчиво. Слушайте, здесь все пьют пиво и все ездят на велосипедах. Похоже, Берлин старается завоевать мое сердце. Ребят, конечно, Берлин можно по праву назвать столицей конструктивизма. И вот такие здания, всякие а-ля ДК, торговые центры родом из Советского Союза, нам они кажутся чем-то уродским, диким. Но, смотрите, в Берлине они тоже стоят, спокойно поживают. Блин, мне уже кажется, что здесь в Берлине совка на самом деле даже больше, чем в наших городах в России. Ну ладно, мы в России все равно круче, потому что у нас совок остался не только на улицах, но и здесь. Колеса диктуют вагонные, где срочно увидеться нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Около такие сталинки, и здесь тоже такие типа панельные жилые дома с выходом с подъездов прямо на улицу. Я думал, блин, чистый совок по-любому, что-то здесь неладное. И я оказался прав. Этот проспект раньше назывался проспектом Сталина, и даже его памятник стоял вот прямо вот здесь, на месте этих фонтанов. Здоровенный памятник Сталину. Вот, что мешает сделать нам в наших дворах вот такую же красоту. Ну, смотрите, какие красивые балкончики. You can speak English. I wanted to ask about Stalin Monument. Is it true that it was there? Excuse me, can you speak English? Никто не смог со мной поговорить по-английски, никто не знает английского языка. Мне кажется, есть какой-то принципиальный момент в том плане, что немцы не хотят учить английский язык. Что сразу бросается в глаза, это то, что все здания просто забиты граффити. Учитывая, что я не нахожусь там где-то на окраине, но мне как-то немножко... Не могу сказать, что мне это нравится. Велики нравятся, граффити нет. Вот это работа у человека, конечно. О нет, вы просто посмотрите на это. Вишенка на торте просто. Поехать в Берлин за кучу денег, либо поехать на окраину своего города за 40 рублей. Выбор за тобой. Кажется, даже в России вот такой вот дом неотесанный выглядел бы херово, если честно. Ну, то есть он прям совсем никакой. Do you like this building? This one? Yes. Not really. But why? It's
looks old and ugly. Yes, ugly Soviet architecture. But why city administrations does nothing with that? I don't know. I'm living here and I know this is revived now, and I think this too is there, and hopefully this will come too. Okay. Look at it. The windows are too small. It looks so ugly Soviet architecture, right? Yeah, But exactly. why the city administrations does nothing with that? Because people live there, it's hard to kick them out, right? It's renters' rights. You can't just kick people out of their building. Okay, thank you very much. Have a nice day. Maybe more modern, and they're focusing on like modern things and not all the old ones which are already there, and they want to build something and not rebuild. Okay, are you living here in Berlin? Yeah. Okay, thank you very much. Have a nice day. You too. Bye. Bye. И окна раскрыты все. Вот так выглядит двор того самого дома. Просто голый камень и плохой запах. Ребят, слушайте, я как будто даже и не уезжал никуда. А где и в каком окне, пока неизвестно мне. Так пусть моя песня за ней пойдет, и пусть моя песня... Очень много дверей, но почти нет железных. Есть такие довольно легкие замки, старые легкие двери. Не знаю, о чем это может говорить, но как факт. Может сложиться ощущение, что это какая-то тюрьма. Это внутренний ее двор. Внутри дома тоже пересекся с парочкой людей. И у всех были лица такие довольно угрюмые, напряженные, злые. И у меня как бы такой вопрос. Значит ли это, что архитектура влияет, как сказать, на настроение человека? Ну, конечно, да. Но я не думал, что настолько вот прям напрямую. Такие же синяки, как у нас, просто выглядят получше. И на гитаре играет лучше, да. Кто-то нашел ключи и заморочился, распечатал, написал, когда и во сколько были найдены ключи, и приклеил здесь на скамейку, чтобы человек, потерявший ключ, мог его найти. Зашел в первый попавшийся супермаркет, чтобы показать, что сколько стоит, чтобы вы понимали разницу в ценах. Ну вот колбаски в нарезке и все такое стоит по 1,5 евро все примерно, около сотки. В принципе, как у нас все. 140 рублей за 6 штук, получается, за 6. Нашел. Ну вот, в общем, десяток яиц стоит 2,25 евро за 10 штук. Ну вот есть, видимо, у магазина своя собственная марка, типа каждый день, как у нас, или красная цена. Вот за евро 19 десяток яиц. Так, короче, по мясу, насколько я понимаю, это свинина. Медальоны из свинины, что это? 300 грамм за 3 евро. Курочка 400 грамм за 4 евро. То есть всякое вот куриное филе в районе 4 евро за 400 грамм. Короче, если я буду смотреть все это, уйдет очень много времени, поэтому я посмотрю основные продукты, которые я сам покупаю каждый день в России. Йогурты на общем фоне кажутся довольно недорогими. Меньше, чем половина евро. И их, кстати, очень много. Вот молоко самое дешевое 95 центов, уже евро и больше, до 2, до 3. Макарошки, спагетти, все в районе 1 евро. Ну, с вином все как у нас. Все местное вино, германское в районе от 3 евро и больше. Вот всякие красные вина в районе 5 евро. В целом ценовой разброс такой же, как у нас стоит российское вино в магазинах. Немецкий шампусик меньше, чем за 3 евро. Лимонады в районе сотки. Значительно дороже, чем у нас. Минералочку дешевле, чем за пол-евро не купить. Ну вот я вижу 0,39, самый минимум. То есть, как у нас, святого источника, который стоит 15 рублей в магазине, такого не найти. Кола, евро за литр.
В плане заморозки ассортимент, кстати, очень похож на то, что мы видим в российских магазинах. Ну, например, в Таллине он не такой совершенно. Вот есть прикольные такие замороженные багеты. Видимо, популярная такая довольно здесь штука. Стоит в районе 100 рублей, чуть больше, может быть. Так вот, замороженные наггетсы, например, стоят 3 евро. Во, нашел, кстати, то самое немецкое пиво, которое продается у нас в красном и белом. За очень дешево, кстати, по распродаже, по-моему, за 39 рублей я покупал его последний раз в КБ. Вот, здесь оно стоит 59 центов. Не больше 1 евро стоит пивчанский. Но зато насчет него можно быть уверенным, что оно неплохое должно быть. Морковка, евро 29. Огурцы поштучно, 79 евроцентов. Помидоры на ветке, ну, полтора евро. Болгарский перец всех цветов стоит 5 евро. Если отдирать по одному, то это будет 2 евро за килограмм. Либо можно за 1 евро купить сразу такую, сразу комплекс такой купить. Вот молодые ребята, не знаю, сколько они там, бутылок 15, наверное, сдали, получили 4,25 евро. Как бы, ну, это неплохо на самом деле, можно целый ужин, как бы, себе на это купить. Слушайте, очень круто. Ребятам лет там 16, может быть. Есть еще такой европейский супермаркет, гипермаркет скорее, Lidl называется, что-то типа нашей ленты. Там все должно быть значительно дешевле, но в целом, я думаю, общий порядок цен вы поняли. Из-за этого самоката я потратил свой дневной лимит, поэтому вот мой ужин, прям максимально бичевский, за 3,5 евро, пивчанский, готовые наггетсы, большая булочка и салат. Вилки нет, придется как-то так. Блин, порыбачить бы здесь. Клевое место. Конечно, я очень много видел видео и читал об этом памятнике, но вот я здесь. Но вы, наверное, тоже о нем слышали и знаете. Своеобразный памятник жертвам Холокоста. Открыт в 2005 году был, но идея появилась довольно давно, уже на журналистке Лии Рошель, и потом она начала 10 лет собирать средства и искать место для этого памятника. Художник все задумал так, чтобы каждый человек мог почувствовать ситуацию, когда тебе некуда бежать, когда выхода нет, где за углом этого лабиринта тебя ждет только вот серый бетон, безликий, бездушный и абсолютно холодный. У него получилось. Советую прийти и в этом лично убедиться. Ладно, пора кушать. Ну что ж, пора идти пробовать карри-вурст. Карри-вурст можно считать национальным фастфудом Германии. По сути, ничего особенного вообще. Это обжаренные в масле колбаски и что-то типа картофеля фри с соусом. Довольно тривиально, но это часть немецкой культуры, даже скорее берлинской. Здесь, в Берлине, это чудо-блюдо придумали. Я иду в заведение Карри 36, оно называется. Очень много хороших отзывов я прочитал про это заведение. Блин, короче, нифига не 20 минут оказалось. Если там еще окажется и невкусно, я наложу на себя руки. Мне кажется, или это хороший знак? Так, хороший знак номер 2. Хороший знак номер 3.
Весь клуб в кетчупе у нее. Кстати, в этом же районе вот есть шаверма за 3,50. Это супер дешево и, судя по всему, очень хорошо, потому что вот огромная очередь. Это самый главный знак качества в Европе. Люди почему-то очень боятся камер. Я не понимаю, в чем дело. Just for me, don't worry. Я дошел. Родной мой. 5,5 евро получилось. Без пива было бы дешевле. Господи, я ем, разговариваю с камерой, и вся улица на меня смотрит сейчас. Ничего особенного на самом деле. У нас такое могло бы стоить, наверное, рублей 200. Так долго я шел сюда из центра, что оно того не стоит, наверное. Мустафа, прости, надо было мне взять твою шавуху. За карри-вурстом не было очереди вообще. А за шавой до сих пор вон какая стоит. Как я понял, не самый благополучный это район. Но как бы видно по уровню мусора. Ну и как говорит Руслан Усачев, пора валить. А ты слушай и запоминай. Ворсичт гекенсич нетем. Осторожно обозначено. Спринклер Зентраля. Насосная станция пожаротушения. Феувер Вехрауфгзук. Пожарный лифт. Гесундхайтцентрум. Оздоровительный центр. Хохеншюенхаусен. Округ Хоеншенхаузен. Швейнесшница. Шницель из свинины. Иду на день рождения к берлинскому повесе, тусовщику. Он меня великодушно пригласил. Это один из лучших клубов Берлина, называется House of Weekend. Ну и, конечно, правило всех подростковых вечеринок, когда у тебя нет денег, прибухнуть хорошенько перед клубом. Вот, здесь будет наша вписка. Кстати, дом похож на те дома, которые стоят на Новом Арбате в Москве. Будем тусить! Куча людей пришли на его днюху, на его самого нигде не можем найти, чтобы с ним выпить и его поздравить. Короче, нашелся таки именинник. Я говорю, привет, это я Андрей из России. Типа, чё, как дела? Он такой, расслабься, говори по-русски, я тоже русский. Показывает татуху у себя на плече, где написано «Русь». Ты говоришь, я из Питера. Я говорю, я, блин, тоже. Он такой, фига ты красавчик. В общем, я так много хотел у него спросить по поводу того, как он тут оказался, как он здесь живет. Короче, я полнейший. Я ожидал, что я сниму здесь клевый, такой динамичный, веселый репортаж. Ну, просто такие заведения не по мне. Мне интересно, когда есть возможность с кем-то пообщаться, поговорить. Здесь все были на пафосе немножко. А сам именинник вообще, его не было видно на самом деле. Ну, то есть, не было никаких признаков дня рождения. Ну, мое ощущение, что он просто имеет какой-то процент с бара, сам бухает где-то за кулисами, короче, с дружбанами. При том, что мы с ним оказались земляками, он мог бы мне хотя бы там что-то показать. В общем, 10 евро на ветер буквально. Ну так, кому интересно, бар, там коктейли стоят в районе 10-12 евро, пиво в районе 6 евро. Вот, но на самом деле, да, что бесценно в этом баре, так это вид, он фантастический, на телебашню, на гостиницу Парк Инн, клевая панорама города. Поэтому я думаю, если вы не идете в одиночестве, как я, а идете с большой веселой компанией, то вы это место просто порвете. Но я был один, мне было очень скучно, лягу спать, и лучше я высплюсь. Вот так выглядят вечеринки, когда тебе 27. Лучший друг.
походу кто-то курил, просто пожарники сами не знают, что произошло. Но, видимо, в эту поездку мне не суждено выспаться в каком бы то ни было хостеле.